Представители знака зодиака Овен. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. И мы зададим основные вопросы традиционные, что важно знать, и неожиданности. Вам выпадает карта императрицы, мои дорогие. Это одинаково для мужчин и для девочек. Это карта власти, первая. Вообще, самая главная позиция – это как новое самоосознание, новое «я», вот как будто, да. Какие-то вопросы, которые касаются ваших честолюбивых планов и личной жизни. Здесь может это все быть взаимосвязано, когда для вас нет чего-то одного в приоритете. Здесь само по себе благополучие и ваше воздействие, может быть, на обстоятельства, на какую-то ситуацию на работе или ситуацию в личной жизни. Вот как будто все гармонизировать, сбалансировать. Вот это такая задача. И у вас это получится. Это ведь все по силам. Это какие-то возможности. И карта мага. Тут не то, что получится. Тут самый сумасшедший план, мои дорогие. Овны получится точно, но... По сути дела, что такое карта императрицы? Это мягкое влияние. Мягкое влияние можно так отчасти рассматривать, как, и ловкое манипулирование. Это я к тому, что карта мага, которая тоже у вас выпадает, она как раз про это и говорит, что не те энергии импульсные, горячие, а как раз, когда мы себе не хотим навредить, мы скорее взаимодействуем правильно с людьми или правильно оценим ту ситуацию, которая сложилась, или что люди говорят, что у вас на данный момент существует в конкретной жизни, в реальности. Вот здесь все правильно оценить и, исходя из этого, какую-то свою стратегию, тактику построить на долгий период времени. Мои дорогие, у вас старшие арканы перевернулись, причем такие, одни из самых значимых. Поэтому для кого-то из вас эта неделя может быть решающая в плане принятия ваших каких-то, тезис плана на долгий период или выводов каких-то. Ладно, идем дальше. И что важно знать? Первую карту мы достанем. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто? Чего вы или не замечаете, или, может быть, не придаете значения, или же кто-то скрывает. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег на неделю посмотрим. И личную жизнь. Что важно знать? Наверное, не случайно выпадали такие серьезные арканы, потому что важно знать? Тысячи неопределенностей. По Луне как будто вы не должны совершить какую-то важную ошибку, знаете, которая, может граничить, когда вы свою судьбу словно либо развернете вспять, либо от чего-то откажетесь, либо скоропалительные какие-то ваши решения, когда мы не видим на долгий период времени. Будьте мудры. И вот эти две карты, как императрица, так и карта мага, вам говорят, что у вас сейчас ресурсное время. Но с этими ресурсами нужно взаимодействовать правильно. Меня смотрят люди из разных стран, мои дорогие. И у кого-то обстоятельства в вашей жизни могут сложиться, каким-то турбулентным образом. По карте Луна мы не можем чего-то предугадать, предсказать. Но мы должны беречь себя. И когда... кажется, что как вихрь каких-то событий нас захватывает, или мы сталкиваемся с обстоятельствами непреодолимой силы. Опять же, мы должны себя беречь. Себе, буквально, физически, может быть, не навредить. Быть осмотрительным, не делать больше одного шага за раз. Для кого-то из вас с учетом карты императрица и маг, это банально могут проиграться у вас вопросы вашей недвижимости, жилья, когда вы что-то обустраиваете в хорошем смысле, как раз то место, где мы можем уединиться, обозначает карта Луна. Это место где-то нашей безопасности, или мы можем его искать. Где-то вопросы, которые как тыл, да, наш, когда мы можем, или это будет означать, опять же, то место вашего своеобразного отдыха, релакса, где мы можем привести как и мысли в порядок, так и буквально отдохнуть. Неожиданности. Еще один старший аркан, Иерофант. В неожиданностях может проиграться так, что вы
как можете отправиться в какие-то далекие инстанции, высокие инстанции, или к чиновникам, или к людям, которые, например, ну, может быть, как вопросы, связанные с обучением вашим, да, вы что-то будете согласовывать. По этой карте вообще мы учимся и, кстати, на чужом опыте. По этой карте нам также советуют тот вопрос, который вот Луна, предыдущая карта, нам непонятен, как будто изучить. Может быть, это вы столкнетесь с тем, что мне нужно что-то сделать грамотно, по закону, опять же, себе не навредить. Или как желание ваше сменить ваш социум, больше среди своих знакомых или, может быть, друзей обзавестись теми людьми, которые каким-то образом могут влиять на события жизни или могут оказывать вам содействие. Вот здесь тоже это может проиграться. Чему сейчас не время что-то разрушать? Еще один старший аркан, аркан башня. Не время, понимаете, как уходить и хлопнув дверью, да? Или устраивать какую-то дистанцию. Может быть, если что-то не получилось, мои дорогие овны, не время тоже как будто рвать какие-то связи. Нет. Вот ничего не делать из того, чтобы каким-то образом вам помешало осуществить ваши планы. Будьте терпеливы, мои дорогие. Что же вам будет помогать? Есть такая поговорка: на стриженной козе не подъедешь, а вот вы должны подъехать даже к тем персонам, с которыми сложно договориться. Или для себя не навредить, осуществить свой план. Это у нас так выглядит в этой колоде рыцарь Пентаклей. Это тот рыцарь, который в первую очередь, он, конечно, очень прагматичен, он материален, но он еще и реалистичен. И это своего рода марафонский забег на длительную дистанцию. Так я называю эту карту. Почему? Потому что рыцарь едет медленно, и нам карта говорит: ты куда-то не торопись. И задавай себе вопрос: мне это будет помогать на долгий период времени? Пусть это будет период такой, ну, в полгода, в год, хотя по карте проходит лет 10-20. Вот что-то у вас может отстраиваться, и мы по карте Луна можем не видеть, кто нам может быть полезен. Все-таки карта мага говорит о полезности людей и о манипуляциях, и нашем правильном взаимодействии. Какую-то стратегию действительно на долгий период времени, если вы, задавая себе вопрос: может мне это помочь или нет, будет для меня это иметь значение. И если, ну, хоть какая-то, знаете, как подсказка вашей интуиции звучит в вашей душе, возможно, значит, этот альтернативный вариант не следует упускать. Иными словами, опять же, себе навредить. Тут вот все об этом. Медленное продвижение. Что скрыто, давайте посмотрим. Вот как раз карта Луна и десятка мечей. Помимо вашей воли что-то заканчивается. Прошлое пытается, наверное, от вас оттолкнуться. Есть какие-то дела, события, вопросы, темы в вашей жизни, которые, ну, вы можете завершать. Или есть те, от которых вы должны отказаться, мои дорогие. Все-таки нам здесь говорят: закрой прошлое дверь. И не пытайся как будто переделать что-то заново. Это можно расценивать как подсказку. Для кого-то из вас не обновить какую-то ситуацию из прошлого, не расширить дистанцию конфликта. Или, мои дорогие, у вас просто, для кого-то из вас, удачная неделя, и для вас будет очень важным, в который раз повторяюсь, себе не навредить. У кого-то это перемены через личную жизнь. И тогда нам говорят: какие-то сомнения оставь в прошлом. Если прежняя ситуация в личной жизни, может быть, с прежним партнером, была, ну, так себе, не следует это переносить в союз сегодняшний. И если с кем-то вы не могли договориться до тысячи неопределенностей, все равно лучше установить с человеком не конфликт, а нейтралитет. По карте Луна нас как будто жизнь с ним столкнет еще и еще раз. Но сказать, что какую-то старую, древнюю ситуацию мы пытаемся реанимировать, переделать в надежде на то, что, ну, что-то будет заново процветать или каким-то образом, ну, будет иметь продолжение, то нет. Если это, ну, предположим, даже касается людей каких-то конкретных, может быть, и в личной жизни, тогда это та история, которая должна быть написана с чистого листа словно. Дела, работа, бизнес. Семерка пентаклей. Придется подождать, придется не торопиться. И наверху у нас в неожиданностях карта Иерофант.
все сделать по закону, может быть, узнать недостающую информацию. По семерке Пентаклей могут задерживаться деньги, мои дорогие, но это карта уверенности в сегодняшнем дне, и я ее называю карта перезагрузки, когда мы чего-то добились. Карта вторит всему тому, что я сказала, и теперь главная задача – осмотреться или упорядочить какой-то наш план, наши собственные мысли, себя куда-то не подгонять, уделить внимание даже отдыху, мои дорогие, не продавливать какую-то ситуацию на дела, например. И если мы говорим, есть возможность или необходимость отправиться в высокие инстанции, согласовывать что-то с чиновниками, с представителями власти, нам тоже карта подсказывает, тут произойдет все в свое время. Не торопись. Если тебе сказали буквально, что нужна какая-то подпись или согласование, или вот эта бумага, а перед этой бумагой должна быть какая-то другая, намного быстрее получится именно выполнить вот какой-то этот регламент или выполнить то, что может быть предусмотрено самой системой или какими-то правилами, регулировками, нежели кому-то что-то доказывать. Финансы. Восьмерка у нас идет жезлов, это карта скорости. Кстати, у кого-то в начале недели могут задерживаться деньги, а в конце приходит известие, когда вы их получите. Или какое-то убыстрение вопроса, связанного с финансами. По этой карте могут и прийти какие-то, как информация, новости, которые тоже, может быть, связаны с финансовым вопросом, который вы решаете. Но, знаете, карта нам все-таки говорит, ты никуда не торопись. Может быть, обстоятельства вашей жизни и тех вопросов, которые связаны с каким-то материальным делом, вопросом или с материальной темой, для вас могут складываться, словно подталкивая вас к решению. И значит, правильно оценить, как будто откликнуться придется на что-то. Может быть, это будет как какое-то предложение или то, что вы услышите, предположим, а у вас свой собственный бизнес, и вам нужно как-то правильно оценить обстановку, отреагировать. Мы не можем как будто оставить чего-то на потом, поэтому какое-то взаимодействие с людьми или по конкретному вопросу, как минимум одному, когда нужно быстро даже иногда свои планы пересмотреть. И это будет касаться вашего материального благополучия. Любой вопрос. Достаточно мелкая карта, но она говорит именно о скорости. Но если бы не карта башня, понимаете, можно было сказать, что да, кое железо пока горячо, но все же вверху по раскладу у нас к чему сейчас не время. Быстро ломать какую-то структуру или отработанный, мои дорогие, даже какой-то, может быть, как связи, шаблоны или какие-то взаимодействия с людьми или куда-то поторопившись, поставить в чем-то точку, взаимодействовать придется, но быть вот этим самым великим магом, манипулятором. И да, тут это, видимо, будет важно для того, чтобы для себя не разрушить какие-то отношения. Правда, у кого-то может пройти, у каждого ведь своя история жизни. У кого-то отношения могут быть, буквально на грани развода или расставания. Или если даже это уже где-то в процессе запущено, то мы не должны доказывать что-то, не должны себя обесточить в каком плане. По пятерке пентаклей идет холодность в взаимоотношениях и полное отсутствие взаимопонимания. Нам опять же карта говорит, тебе придется с этим человеком столкнуться, договариваться как будто в будущем. Имея в виду, это проще сделать, когда отношения ты уже предыдущий период где-то не осложнил, тебе легче встретиться, проговорить какие-то важные темы. Это тоже будет важно. С другой стороны, решать какие-то финансовые вопросы как будто придется, чтобы уйти или вовремя предупредить возможный недостаток поступления финансовых средств. Быть внимательным, я бы сказала, пусть это на личную жизнь. Тут с нами как просто могут не соглашаться. Или, мои дорогие, даже для тех, кто семейных, в паре, на первый план именно выйдут как взаимоотношения, умение договориться и решить какой-то финансовый вопрос. Не совсем нам тут говорят о любви, но что-то очень важное вы, наверное, в эту неделю закладываете на долгий период времени. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.